Всем привет! Приближаются новогодние, а главное рождественские праздники, поэтому сегодня хочу поделиться с вами рецептом праздничного блюда. Готовим перепела на сковороде с яблоками и легкой цитрусовой ноткой. Блюдо новое, я чаще готовлю перепела в скороварке, но решила приготовить их в сковороде под крышкой. И рецепт мне очень понравился и мне, и моим родным, поэтому я думаю, что это блюдо сможет украсить ваш праздничный стол. Смотрите рецепт до конца, ставьте оценочки, пишите комментарии, спасибо всем заранее и обязательно подпишитесь на мой канал. Ингредиенты для нашего блюда: перепела, сливочное масло, тимьян, 2 луковицы, коньяк, соль, сахар, яблоки, сок и цедра 1 апельсина и белое вино. Советую перед тем, как приступить к приготовлению перепелов на сковороде, подержать их в рассоле, тогда мясо будет очень нежным, мягким, тающим во рту. Берем перепелок, перекладываем их в пластиковый контейнер или в любую удобную емкость с крышкой. Заранее я их очень хорошо промыла. Для рассола понадобится обычная чистая вода. Сюда я добавлю 1 столовую ложку сахара без горки и соль. Соли немножко больше, примерно вот так. Хорошо все перемешиваю до полного растворения сахара и соли в воде. Птичек нужно полностью залить рассолом, так чтобы вода их покрывала, и пусть они постоят примерно 3-4 часа, а лучше всю ночь в холодильнике, и пропитаются всей этой жидкостью. Все, можно дальше готовить птичек, солить уже их больше не нужно. За время, пока они постояли, впитали нужное количество соли. Сливаем весь рассол или маринад и протираем птички бумажным полотенцем. Для чего? Чтобы перепелки во время приготовления на сковороде не брызгали, не журчали, не скворчали и не пачкали нам всю кухню. Для блюда я заранее мелко нарезала лук. Яблоки заранее хорошо промываем. Удаляем кожуру, семена, нарезаем небольшими кубиками. Можете взять 3-4 яблока в зависимости от размера и от количества перепелов, которые вы используете для этого рецепта. Для жарки и тушения я буду использовать вот такую глубокую сковороду, некое домашнее подобие вока. Хорошо разогреваем сковороду и наливаем немного масла. Обжариваем перепелок. Жарить нужно со всех сторон на максимальном огне до золотистого цвета. А теперь добавим 2 столовые ложки коньяка. Мясо, обжаренное в коньяке, получается очень ароматным и очень вкусным. Итак, перепелки хорошо обжарились и в коньяке, и самостоятельно. Они уже румяные, аппетитные. На время убираем их в сторону. Здесь достаточно много мясного сока. Налью немного растительного масла и обжарю на этой же сковороде лук. Через пару минут добавлю яблочки. Насыплю сюда буквально пол столовой ложки сахара, чтобы яблоки карамелизовались. Яблоки будут немного сладенькими, и часть этой сладости возьмет на себя лук. Самое время вернуть сюда перепелок. Теперь возьму небольшой кусочек сливочного масла и положу в перепелку. Проделаю то же самое с остальными птичками. Яблоки придадут чуть сладковатый вкус, очень приятный аромат, а сливочное масло придаст перепелкам сочность. Можно еще добавить немного сливочного масла в соус. Посмотрите, насколько это блюдо сочное и аппетитное. Сколько здесь вкусного, сладенького соуса и сливочное масло. И все это так красиво, так ароматно. Не передать просто даже словами. Наливаем сюда стакан вина. Я использую белое полусладкое вино, потому что мне нравятся сладкие нотки, которые оно придает мясу. Вместо сладкого или полусладкого вина можете использовать белое сухое или полусухое. Увеличиваем огонь, чтобы выпарился алкоголь. Через 5 минут добавляем апельсиновую цедру и тимьян по вкусу. Теперь наливаю сюда апельсиновый сок.
После этого накрою блюдо крышкой и буду тушить 30-35 минут. Если вы купили очень молоденьких перепелов, 20 минут будет вполне достаточно. Во время тушения я периодически переворачиваю птичек с одной стороны на другую. Воду или другую жидкость, как, например, дополнительный апельсиновый сок, я в принципе не добавляю. Этого соуса вполне хватает для тушения. Также птичек я больше не солю, но вы можете попробовать одну. И если вам нужно, чтобы она была более соленой, если вам соли не хватает, конечно, обязательно посолите. Блюдо готово. Очень легко и просто на сковороде. Этот рецепт особенно понравится тем людям, у которых нет духовки. Они хотят приготовить вкусное праздничное мясное блюдо. Что касается яблок, они нам были нужны только для соуса, для того, чтобы они отдали свой чудесный вкус перепелиному мясу. Можно подать перепела порционно или на одном большом блюде. В любом случае они будут смотреться празднично и очень аппетитно. Каждый год, вернее, в конце года я покупаю перепелов специально для праздничных, новогодних и рождественских блюд. Поэтому я очень надеюсь, что этот рецепт вам понравится. Обязательно расскажите ваши впечатления в комментариях под видео. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, не пропускайте новые рецепты каждую неделю. Увидимся очень скоро. Пока-пока!